Всем привет, ребята! Вчера мне пришла необычная посылка с нашей фабрики, а именно целиком целый скутер от Skyboard. Почему это случилось? Просто потому что фабрика находится довольно далеко от меня, и мне неудобно каждый раз туда ездить, поэтому они решили прислать мне на дом один из их скутеров, а именно BR50 от Skyboard. И вот, посмотрите, он у меня уже вот тут за спиной, в разобранном виде. На первый взгляд это куча металлолома, но именно сегодня мы с вами узнаем, сможет ли один человек у себя, я не знаю, на заднем дворе, я сейчас нахожусь, посмотрите, я на заднем дворе, не имея никаких ключей, только ключи, которые в комплекте, собрать эту мощь. Итак, BR50, давайте соберем его. Кстати, я никогда еще не собирал наши скутеры единолично. Мы всегда делали это вдвоем с Андреем, и в основном он собирал, а я был за камерой. Сегодня я один, и это будет вдвойне сложнее, поэтому поддержите меня лайками. Во-первых, мы имеем вот такую вот базу, которая уже идет с колесом и с задним фендером, как это по-русски, крылом. То есть, по сути, нам здесь нужно собрать переднее колесо, руль, и он уже может ехать. Остальное все мелочи. Итак, первое, что у нас здесь, это, конечно же, колесо. Само колесо с диском, ничего лишнего, в чехле, новенькое, красивое, неезженное. Отложим его сразу в чехол. Он был упакован. Дело в том, что я оставлял на ночь скутер на улице, и поэтому я накрывал вот такой накидкой, из-за чего я не боялся за дождь. Классная штука, она нам не пригодится для сборки, поэтому тоже отложим ее куда-нибудь в сторону. Я все-таки использую один инструмент, это ножик, чтобы я тут не возился до вечера. Для ног подставки. Отлично, это тоже в самом конце нам пригодится. Здесь крыло переднее, тоже черное, сидушка. Часть сидушки, я так понимаю, для второго человека. Вот такие болтики. Все, пока что в синем пакете больше ничего. А вот тут самое основное. Здесь, с этим разберемся потом. Колоночка. Крутая Bluetooth колоночка. Мы ее отложим тоже. Это из неважного. Здесь у нас книжечка. Две книжечки Skyboard. Два ключа, которые нам очень пригодятся, потому что у меня больше ничего нету. И два шестигранника. Это очень круто. Плюс катафотики, там заглушки. Короче, это все не важно. Оставляем только ключи. Здесь что? У нас здесь, конечно же, зеркала. Зеркала классные, толстые, надежные, крепкие. Но это тоже не важно пока что. Ключи. Две пары. Какие-то крепления. Мы с этим потом разберемся. Это тоже ближе кладем. И держатель для телефона. Все по стандарту. Ну и зарядка. Да, это очень важно. Зарядочка. Но одну вещь вы здесь не увидели. Это багажник. Дело в том, что я специально попросил фабрику, чтобы мне не присылали багажник. Во-первых, он лишние габариты занимает. Во-вторых, багажники у меня есть на складе, и я их там возьму, когда попаду на следующей неделе. А сегодня просто воскресенье. Вот, у меня выходной, и я посвящаю его сборке BR50. Ну что, давайте разберемся, с чего начинать. Ну, в первую очередь я предлагаю вам сделать руль. Но для этого нам нужно все расчехлить. Давайте это и сделаем. Весь лишний пластик я снял, все пленочки и так далее. И теперь попробуем закрепить руль. Важно, чтобы меточки попадали именно вот сюда. Вот так должен стоять руль. Вот так. И я понял, что закрепления были в том пакетике. Вскроем его. Внутри лежат 4 болтика. 4 болтика, сверху написано Skyboard, поэтому я точно не ошибся. Должно быть вот так. Теперь давайте поставим руль. Вот что у нас получилось. Возможно, я слишком поднял руль. Если что, это можно потом исправить. Пока не поставим колесо, мы не узнаем, насколько хорошо у нас руль сидит. Так что давайте ставить колесо. Сюда должно поставиться колесо. Здесь есть такой стержень, две втулки,
о которых мы хорошо знаем по прошлым нашим обзорам и по прошлым нашим сборкам. Тормоза тоже прикручены. Давайте здесь вытащим эту шпильку и посмотрим, что делать дальше. Кстати, забыл сказать, для этого нам понадобится ключ на 14, который есть в комплекте. Вот такой блестящий, крепкий. Вообще хорошая штука. Себе заберу. Далее смотрим на шпильку. Ничего особенного, как и везде. Но здесь две втулки, и они абсолютно одинаковые. Соответственно, вы точно не перепутаете. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Наши тормоза и колодки, мы их не снимаем. Мы сразу сюда одеваем колесо, но нужно вытащить заглушку пластиковую. Вы поймете, куда нужно попасть диском. Вот и все. Давайте попробую я один это сделать. Это самая сложная часть сборки, поэтому интересно, как я с ней справлюсь. А еще настало время, и это очень важный пункт, не забудьте снять верхнюю одежду, когда будете одевать колесо. Одному оказалось очень трудно ставить колесо на весу. Не хватает просто третьей руки. Просто третьей, не двух, а вот именно одной. Поэтому я решил перевернуть скутер. И поставить колесо очень легко. Ну что, колесо поставлено. Не скажу, что это было очень сложно. Но, конечно, если вы будете это делать вдвоем, будет намного лучше. Но вот я перевернул, и все оказалось крайне легко. Кстати, в моем случае оно затянулось довольно легко, даже одним ключом. То есть я придерживал. Согласитесь, это уже гораздо больше похоже на то, что мы привыкли видеть. Но я теперь, когда сижу, понимаю, что руль недозакреплен. Поэтому я его сейчас затяну и двинем дальше. Для того, чтобы у вас появились поворотные сигналы, мы просто делаем вот так, вот так. И в принципе они уже никуда не денутся. Со временем, если вдруг они как-то начнут поворачиваться и так далее, здесь нужна отверточка крестовая обычно, чуть-чуть подтянуть и все. Но пока он новый, тут все окей. Дальше, народ, я думаю, чего тут не хватает? А не хватает нам спидометра и панели вообще управления, правильно? Поэтому сделаем так. Видим вот эти два болтишка и просто насаживаем спидометр на них. Но для этого нам понадобится второй шестигранник, который лежал также в наборе. Конечно, у нас штекер, в который надо втыкнуть спидометр. Поэтому здесь вы никак не промахнетесь, ребят. Здесь устройство такое, что перепутать просто невозможно. То есть, если неправильно вставлять, то оно просто никак не вставится. Поэтому делаем просто как получается. И она защелкнулась. Получилось вот как-то вот так. И в принципе к этому больше не возвращаемся, но есть одно но. Джонни, люди делятся на два типа. Первые оставляют пленочку до последнего дня жизни электроскутера. Другие же срывают ее сразу. И знаешь, Джонни, к какому типу я отношусь? И знаете, что мы еще не сделали? Мы не поставили вот такое вот черненькое крыло на переднее колесо. Давайте же это сделаем. Нам нужно открутить, получается, здесь два болта, там два болта и закрепить на них просто крыло. Вот и все. А мешочек, посмотрите, какой мешочек. Какой мягкий мешочек. Слушайте, это я в школу сменку носил в худшем мешочке. Посмотрите, он еще и завязывается. Это можно использовать для много чего. Я его точно не выкину. Ключик мы используем такой же, как для спидометра. Крыло поставлено. Его тоже никак не поставишь по-другому, только так, оно определенной формы, и наоборот у вас никак не получится, но здесь есть один нюанс. Здесь держатель для вот этого проводка, а это у нас тормоза идут, и вот такое крепление, оно крепится туда же, куда и крыло. Поэтому вы тут тоже не ошибетесь, оно изначально здесь стоит. Так, ребята, теперь давайте позаботимся о себе и поставим для нас подножки. Точнее, подножка уже стоит, я имею в виду под ваши ноги подставку. Это выглядит примерно вот так. Берем левую, и она вот таким образом крепится. Болты. Болтов у нас целая куча, поэтому
Еще там есть запасные, поэтому давайте же быстренько закрепим. И вот что у нас получилось. А мы тем временем двигаемся к сидушке. Вот такая сидушка ставится сюда, плюс спиночка обязательно. Сейчас рассмотрим подробнее, как это происходить будет у нас. И вот так это должно выглядеть. Устанавливаем ее вот сюда на 4 болта. По-моему, очень все хорошо. Единственное, что здесь, скорее всего, пригодилась бы отверточка, потому что вот такого плана винтики, желательно иметь отвертку, но я закрутил руками, мне на первое время хватит. Здесь у меня сидушка, потому что, я же говорю, я сказал, чтобы багажник мне не присылали. Но на этом же месте может быть багажник. Тут либо багажник такой большой, как у нас обычно, либо сидушечка. Вот такие вот дела. Не забываем одну очень важную вещь. Перед тем, как ставить зеркала, нужно, во-первых, взять колоночку, ставим ее куда нам хочется, точнее, как нам хочется, и закручиваем зеркальце. И штекер одеваем. Вот так вот все выглядит. Далее мы берем вот такое зеркальце второе. Берем держатель для телефона. Можем одеть его на зеркальце. Но я не рекомендую, я бы одел его вот куда-нибудь сюда на руль. Но здесь нужна небольшая отверточка для того, чтобы одеть на руль. Поэтому я пока что не буду прикреплять, а закреплю только зеркало. Вот так вот закручиваем. И дальше гайку и резинку сверху. Соответственно, как мы можем различить штекеры? Просто для держателя он красный, и здесь он тоже красный. Для колонки он просто черный. Вот и вся разница. Тоже не ошибетесь. Просто по цвету соединяйте проводки. Итак, что у нас тут остается? Это ключ от дома. Это не вам. Всякие колпачки, 2 катафотика. Я это не буду ставить. Это на ваше усмотрение. Уже ставьте, не ставьте. Вот, поэтому это сохраню. И зарядочка. 5 ампер с охлаждением, со всеми наворотами. Давайте об этом я подробно расскажу на обзоре. На обзоре я расскажу про все. Вот, сейчас нам нужно запустить скутер, потому что мы его, по сути, уже собрали. Ребятушки, момент истины. Я здесь держу камеру, чтобы снять, как я тут спидометр загорится, не загорится. Итак, ключ, поворот. На одну ступень повернули. Зажглась панель, какая красивая, яркая. Что у нас с поворотниками? Один работает. Другой работает. Но фара не светит. Но что нам нужно, чтобы фара светила? Повернуть ключ еще дальше. Мы поворачиваем ключ, загорается фара и дальний свет. Опа! Вам видно? Видно, аж бьет он в ту белую машину. Но сейчас день, и все равно очень хорошо видно. Особенно на GoPro. Мы готовы ехать? Давайте газку. Ага. Мы едем, но давайте я уберу камеры и тогда подведем итоги. Во-первых, я очень рад, что у меня получился не какой-нибудь стул или шкаф, а BR50 Pro Max. Это не просто так, это просто наш топчик. Знаете почему? Батарея съемная, 45 ампер-часов 60 вольт. Вы представляете? 5 ампер зарядное устройство и скорость 61 км в час. Контроллер 3000 ватт 60 вольт. То есть это мало того, что 3000 ваттный мотор, но еще и батарейка 45 ампер-часов. Ну это вообще бум! Я очень хочу сделать обзор и сравнение, и все вместе, но не все сразу, всему нужно время. Дайте мне отдохнуть, зарядить этот скутер, и мы будем двигать дальше. Это самая простая по сборке модель из всех, которые я видел и собирал на скейтборде. То есть технически это первая модель, которую я собираю, но практически я снимал уже много сборок, и там мы с Андреем собирали BR20, 30, 40, 60 и так далее.
Это все есть на этом канале, но конкретно я один никогда не собирал скутер. Это мой первый, и я вам могу сказать, что один человек спокойно соберет этот скутер даже без инструментов, только с инструментами, которые идут в комплекте. Учитывайте это, но в идеальных условиях, чтобы вам было проще, конечно, стоит взять отверточку и пассатижи на всякий случай, вдруг пригодятся. Они, скорее всего, пригодятся просто для ускорения работы. А для того, чтобы получить данную модель, во-первых, вам нужно пройти на сайт skyboard.store и посмотреть, что там вообще у нас происходит, какие у нас модели есть. Из всего представленного выбрать то, что нравится именно вам. А это наши дилеры. Вы легко можете в этом списке найти город свой или ближайший к вам. Прийти туда, в магазин наших официальных дилеров и протестить, посмотреть, пощупать и буквально вот погрузиться в эту атмосферу электроскутеров Skyboard. Знаете, скоро у нас начинаются розыгрыши, которые мы так долго обещаем уже с Нового года, но на Новый год мы уже подарили один электроскутер. Дальше у нас еще на данный момент у меня в списке 6 электроскутеров, которые мы разыграем в ближайшее время. Поэтому для этого вам нужно подписаться на канал, оставить свои комментарии. Вообще просто пишите в комментариях: я хочу электроскутер BR50, или я хочу BR20, или я хочу BR60. Просто вот так нагло пишите эти комментарии. Мы будем за вами следить. А условия конкурсов мы объявим чуть позже. Я о них сам еще не знаю. Мне скажут, а я вам передам. Увидимся в новых видео. Дальше обзоры. И, ребята, я кое-что забыл сделать. Это, возможно, самое важное. Срезать вот эти вот колпаки. Да, обязательно вокруг меня толпа. Да, обязательно. Hey.